25 сентября 1978 года авиалайнер Boeing 727-200 авиакомпания Pacific Southwest Airlines выполнял плановый рейс 182 по маршруту Сакраменто, Лос-Анджелес, Сан-Диего. На борту лайнера находились 135 человек. В 8 часов 16 минут из летного центра ГИБС, базирующегося в аэропорту Монтгомери-Филд, вылетел легкомоторный самолет Cessna-172 с 2 пилотами на борту. А тем временем, в 8 часов 34 минуты из аэропорта Лос-Анджелеса вылетел авиалайнер Boeing 727-200, выполнявший рейс 182 в Сан-Диего. Пилоты Cessna отрабатывали на практике 2 захода на посадку по приборам на взлетно-посадочную полосу номер 9 в аэропорту Линдберг-Филд, он же Международный аэропорт Сан-Диего. Около 8 часов 57 минут Cessna завершала отработку второго подхода и начала набор высоты по направлению на северо-восток. В 8 часов 59 минут с диспетчерской башни Линдберг авиадиспетчеры связались с пилотами Cessna и дали указание переходить на правила визуальных полетов и переключаться на связь с диспетчером Сан-Диего подход. Пилоты Cessna связались с диспетчерским пунктом подхода и доложили, что находятся на высоте 457 метров над уровнем моря и поднимаются в северо-восточном направлении. Диспетчер ответил, что наблюдает их на радаре и дал команду на подъем до высоты 1067 метров при курсе 70 градусов и продолжая соблюдать правила визуальных полетов. В это время к Сан-Диего уже подлетал рейс 182. Непосредственно пилотировал его второй пилот, тогда как командир вел переговоры с землей. В 8 часов 53 минуты пилоты рейса 182 связались с диспетчером подхода Сан-Диего и доложили, что начинают спуск с высоты 3353 метров до 2134 метров. В 8 часов 57 минут пилоты уже сообщили, что они прошли высоту 2896 метров, а также, что видят аэропорт. Тогда диспетчер подхода дал им указание осуществлять визуальный заход на посадку на взлетно-посадочную полосу 27. В 8 часов 59 минут диспетчер подхода передал рейсу 182 информацию о пересекающемся рейсе. Через несколько секунд пилоты доложили, что видят Cessna по курсу. В 9 часов, спустя примерно 15 секунд после инструктирования пилотов самолета Cessna на набор высоты до 1067 метров при курсе 70 градусов, диспетчер подхода связался с Боингом и предупредил их о Cessna, на что в 9 часов второй пилот Боинга сказал, что понял информацию, а чуть позже командир сказал диспетчеру, что наблюдают движущийся самолет. Тогда диспетчер подхода проинструктировал пилотов рейса 182 о визуальном заходе на посадку и переходе на связь с башней Линдберг. Через 3 секунды диспетчер связался с Cessna и предупредил ее пилотов о рейсе 182. В 9 часов пилоты рейса 182 связались с башней Линдберг и доложили, что они заходят на посадку с подветренной стороны. В ответ диспетчер подтвердил принятие информации и предупредил о движении Cessna по курсу. Второй пилот ответил: «Да, но сейчас я не вижу ее». А чуть позже с рейса 182 доложили: «Мы видели Cessna минуту назад», а через 6 секунд добавили: «Думаем, она прошла справа от нас». Тем временем экипаж рейса 182 начал обсуждать положение Cessna, пытаясь увидеть ее впереди себя. Второй пилот предупредил остальных членов экипажа о снижении скорости, а в 9 часов 1 минуту сказал им, что видит самолет. В это время в диспетчерской подхода Сан-Диего сработала сигнализация опасного сближения, которая предупреждала об опасности столкновения Боинга с Cessna. Поэтому в 9 часов 1 минуту диспетчер подхода предупредил пилотов Cessna о движении реактивного самолета вблизи их. Однако ответа не прозвучало. При этом, согласно правилам визуальных полетов, диспетчер не стал информировать диспетчерскую вышку аэропорта Линдберг, так как посчитал, что пилоты Боинга видят Cessna. По свидетельствам очевидцев, оба самолета шли в восточном направлении
когда в 9 часов 1 минуту, идя с небольшим правым креном и с приподнятым носом на высоте около 792 метров, рейс 182 догнал Цесну и врезался в нее правым крылом. От удара Цесна взорвалась и рассыпалась на мелкие обломки. Взрыв серьезно повредил правое крыло Боинга, в том числе воспламенил топливный бак в крыле, разрушил механизацию и разорвал линии гидросистемы. Рейс 182 с быстро увеличившимся правым креном перешел в пикирование под углом 50 градусов, понесся на расположенные внизу жилые кварталы. В 9 часов 2 минуты Боинг врезался в дома в районе Норт-Парк, в 5,5 километрах северо-восточнее аэропорта Сан-Диего. Цесна упала у пересечения 32-й улицы и Полк-авеню. В результате падения обоих самолетов были разрушены или серьезно повреждены 22 дома. В катастрофе погибли 144 человека. Все 135 человек на борту Boeing 727, оба пилота на борту Cessna 172 и 7 человек на земле. Еще 9 человек на земле получили серьезные ранения. На то время это была крупнейшая авиакатастрофа в стране, пока через 8 месяцев ее почти вдвое не превзошла катастрофа рейса American Airlines 191. Расследованием причин столкновения над Сан-Диего занялся Национальный совет по безопасности на транспорте. Окончательный отчет расследования был опубликован 19 апреля 1979 года. Согласно отчету, главной причиной столкновения стали ошибки экипажа рейса 182. При заходе на посадку пилоты упустили из виду самолет Cessna 172, но не сообщили об этом службам управления воздушным движением Сан-Диего. Диспетчеры предупреждали экипаж рейса 182 о втором самолете и указывали придерживаться определенной дистанции, необходимой для того, чтобы предотвратить опасное сближение с Цесной. Также во время захода на посадку пилоты рейса 182 вели активные разговоры между собой, не касающиеся обсуждения полета. Однако представители НТСБ пришли к выводу, что сторонние разговоры не стали важным фактором катастрофы. Согласно отчету, второстепенными факторами, которые привели к столкновению, также стали ошибки авиадиспетчеров. Службы управления воздушным движением разрешили пилотам Цесны осуществлять заход на посадку по правилам визуальных полетов, но не проследили за движением на радаре рейса 182. И по этой же причине они вовремя не заметили, что самолеты начали сближаться. Как впоследствии показала расшифровка речевого самописца рейса 182, в последние секунды перед падением пилоты старались отвести самолет в другую сторону от жилых домов, но значительные повреждения закрылков, гидросистем и правого крыла сделали лайнер полностью неуправляемым. Смотрите также. 11 августа 1979 года команда «Пахтакор» отправилась на матч с Минским «Динамо». Команда вылетела из Ташкента в Минск на самолете Ту-134АК авиакомпании «Аэрофлот». В то же время из аэропорта Челябинск вылетел самолет Ту-134, направляющийся в Кишинев. Маршруты обоих самолетов пролегали над территорией Украины. В 13 часов 35 минут с экранов радара Харьковского управления воздушным движением пропали отметки обоих самолетов Ту-134. Друзья, если вы хотите помочь улучшить контент, подпишитесь на канал и поставьте лайк.